Всем привет! Это видео создано по мотивам моей поездки в Варшаву. Это первая моя поездка на более-менее серьезное расстояние, то есть 830 с небольшим километров за один день. Насколько это сложная была поездка, насколько Тесла подходит для того, чтобы ездить в такие поездки, я пытаюсь рассказать в этом видео. Да, это реальный тест того, как запас хода и как скорость зарядки отражается на комфорте поездки. Вот. Но напоминаю, что моя Тесла — это начало фейслифта, конец 2020 года, помпа тепла, тепловой насос и батарея, кажется, LG 74 киловатт-часа реальной емкости. А новые Теслы, если вы сейчас закажете Теслу, используя мой реферал-код в описании, то новая Тесла уже будет иметь полезную емкость батарейки 79 киловатт-часов и запас хода больше 600 километров, согласно процедуре VLTP. Да, и главный подход, который вам понадобится в такой поездке, это не ехать, пока не появится красная лампочка, а потом лихорадочно искать зарядку. Подход должен быть другой. Можно его назвать ЗВВ, заряжайся всегда и везде, а можно его назвать ОНЗ. ОНЗ, то есть останавливайся на зарядках и решай свои вопросы. Вот. Так что приглашаю к просмотру. Всем привет! Едем в сервис Теслы в Варшаве на улицу Павщинскую. Зачем менять лобовое стекло, которое у меня, к сожалению, треснуло от камня? Ну, есть страховка, поэтому заодно, надеюсь, починят тарахтение между дверей справа в районе крепления ремня безопасности. Кроме этого, попросил проверить регуляцию дверей, багажников, панели Tesla кузовные. Ну и посмотрим, что из этого получится. Да, и решил ехать старой дорогой, той же самой дорогой, которой ехали забирать машину из салона. Но тогда это было погрузчиком. А сейчас мы поедем своим ходом. Ну и цель такая: попробовать челлендж, попробовать доехать на одном заряде батарейки, посмотреть, что с этого получится. У меня было 3 варианта трассы. Первое, по умолчанию, то, что Tesla в навигации предлагает: ехать автобаном, заряжаться долго в Чехачинке. Но мне этот вариант не понравился. Дорога была по Тесле чуть ли не больше 4 часов. Я решил попробовать другие варианты. Не, еще, конечно, не как Bjorn. Да, по поводу дорог, которые мне предлагала навигация Better Route Planner. Если я ставил выбор маршрута автострадой, то мне предлагало 2 зарядки по дороге на суперчарджере в Чехачинке в районе Таруня, а также еще на одной зарядке Орлена. Она предлагала съезжать где-то там с дороги, чтобы срезать немножко минут на трассу. Хорошо, если я не хочу ехать автострадой, я выключаю платные дороги в своих установках, и она мне предлагает ехать дорога для автомобилей, там, где можно ехать 120 км в час, С7 с Эльблонг, Варшава. Это дорога, по сути, с Гданьска, с северных частей, больше в Варшаву. Всем привет! Подъем в 6 утра плохо сказывается на карантинных офисных работников, таких как я. Я проехал свой поворот, я поехал обычной дорогой на автобан, и теперь буду ехать автобаном. Уже не было смысла возвращаться. Будем заряжаться на суперчарджере в Чехачинке. Better Route Planner подсказывает, что мы туда приедем с зарядом 26%.
Я сейчас еду со скоростью по круиз-контролю 145 км в час, что соответствует примерно 140 км в час GPS, 140-141. Так будем ехать. Да, и этот планер потом предлагает съезжать с автострады после Чихачинка, ехать обычными дорогами и заехать еще на одну зарядку Орлен в Клонске. То есть 7 минут на суперчарджере, потом еще 7 минут в Клонске. И может быть я воспользуюсь этим предложением, потому что я не позавтракал. Мне просто надо будет остановиться, выпить кофе и что-нибудь перекусить. Хотя автопилот дает возможность немножко одной рукой есть бутерброд в дороге. Но крошки. Мусор потом в салоне. Я только хотел показать, что мы еще 73 километра от съезда на Чихачинок на суперчарджер Теслы, а Тесла уже начала подогрев батареи. Окей, у нас 58% батареи, 38 километров осталось до поворота на суперчарджер. Ну, батарейка продолжает подогреваться. Ветер, как вы видели по ветрякам, немножко встречный, поэтому это тоже мешает. И температура плюс 2 всего лишь. Апрель, товарищи, апрель, Польша, плюс 2. Сегодня 9 апреля. Едем в основном на автопилоте. Посмотрю, там есть еще следующая зарядка по дороге. Если съехать с автострады после суперчарджера, есть зарядка 100 киловатт Орлен. Она 100 киловатт, конечно, не даст, потому что она дает максимум, наверное, 75 для машин с 400 вольтовыми системами. Но бесплатно. Посмотрим. А на Чихачинке уже, это суперчарджер второй версии, уже занято два места. Поэтому если мы приедем сейчас на Чихачинок, мы не увидим 140 киловатт и близко. Скорее всего будет только 70, если никто оттуда сейчас не уедет. Вот что значит продали в Тесле Тесла много машин в Польше. Теперь суперчарджеры будут заняты. Но из хороших новостей новый суперчарджер Лучмеш. Это будет смешанный V2, V3 суперчарджер. И там будут 8 зарядок, 8 станций. Значит, будет 4 V2 и 4 V3. И это хорошие новости. Особенно для тех, кто едет из Киева на Берлин. Отлично, суперчарджер 3 версии по пути в Польше. Я считаю супер.
Окей, 116 киловатт это был максимум, который мы достигли на 43% батареи. И теперь посмотрим, какие у нас опции. Окей, у нас потребление 267 ватт часов на километр. Проехали 144 почти километра, час 15 катались. На 11:30 у нас назначенное время на сервисе, поэтому у нас еще полно времени. Значит, что у нас здесь? Better Route Planner говорит 2 часа 39 минут. Окей, нам зарядка, нам Better Route Planner предлагает заряжаться еще 2 минуты или 3 минуты, и мы потом должны ехать дальше на Орлен, Вышгородская. Но мне нужно здесь больше времени на этой заправке. Я пойду себе сделаю кофе. Нам не нужно больше заряжаться. Мы можем ехать на следующую зарядку бесплатную. Орлен, Вышгородская. Скорость уже слишком низкая. Всего 52 киловатта. До на следующей зарядной станции нам ехать час 19:97 километров. В общем, уехали мы с суперчарджера еще до того, как я успел прикрепить другую присоску на стекло. Уже была скорость слишком низкая. Сейчас едем 65%, 21 километр до съезда с автострады. Посмотрим. Расход опять повышен, потому что мы только что разгонялись до 140 километров в час. Окей, этот переломный момент наступил. Мы сейчас находимся 30 километров, 28 километров от зарядки бесплатной Орлен на заправочной станции, куда я хотел заехать, но теперь уже не надо. Ну, машине не надо. Мне надо. Я напился кофе, мне нужна остановка. Поэтому мы туда все-таки заедем, но Better Route Planner говорит, что нам уже не нужно заряжаться, потому что мы приедем в сервис-центр Варшаву с 10% заряда. Ну и вот, собственно, такая ситуация. Окей, мы приехали на Орлен. Бесплатная зарядка. Мне не нужно заряжаться, но мне нужна остановка, поэтому мы попробуем все равно зарядиться на бесплатной зарядке. Для зарядки на Орлене вам понадобится приложение. Для зарядки на Орлене вам потребуется приложение Орлен. К сожалению, его нельзя установить на непольский телефон.
не будучи в Польше. Но можно стянуть АПК. Ну, у меня здесь на планшете версия. То есть вот мы нажимаем сюда. Что нам показывает? Заправляйся, заряжайся бесплатно. Попробуем подзарядиться. Значит, у нас 44%. Тесла считает, что нам не нужно заряжаться вообще. И считает, что мы доедем 17%. У нас затраты энергии 182 ватта на километр. Ватт-часов на километр. И сейчас 44% заряда. Так выглядит зарядка. Орлен. Это польского производства зарядная станция. Фирма Экоэнергетика производит. Сейчас попробуем подключиться. Дальше включаем зарядку. Ну, в общем, пошла зарядка. На экране ничего не было видно, но вот мы видим начало зарядки, инициализация. CCS комбо. Идем в машину, посмотрим. Так, уже заряжается там. 30 секунд уже что-то пытается. Окей, мы видим, что зарядка дает 72,5 киловатта, а машина принимает 67. Разница уходит на подогревание батареи. Все, бежим делать. Бежим за новым кофе на заправку. Может, кофе не буду покупать. Посмотрим. Уже 64%, скорость зарядки упала до 54 киловатт. Надо ехать дальше. Была очередь за кофе, пришлось немножко побыть на заправке, но уже видите, 65% даже. В общем, это машина меня ждет, а не я жду машину. Особенно с тем количеством кофе, которое я потребляю. Все, едем дальше. Окей, мы в Варшаве, 157 ватт часов на километр наше использование энергии было. Достаточно низкое, 41%. Осталось совсем немножко до сервис-центра, мне нужно было сделать остановку, поэтому мы снова на заправке, но по техническим причинам, связанным с работой, сделал остановку. Сейчас едем на сервис.
Мы в сервисе Теслы. Приехали немножко раньше времени, поэтому записываю короткое видео. 158 ватт-часов на километр, 40% заряда. С хорошим запасом приехали, благодаря тому, что я бегал за кофе одновременно с чем заряжался. Окей, и в самом конце видео я хочу вам дать всю информацию, которая у меня есть, всю статистику про эту поездку полностью. Поэтому вы увидите сначала информацию с карт Гугля. Там записывается информация времени в пути, времени остановок. Можно посчитать среднюю скорость, исходя из этой информации. Кроме Гугля я даю информацию из A Better Route Planner, сервиса, на который я подписан, и у меня есть премиум аккаунт, поэтому вся моя история моих поездок и всех моих зарядок мне доступна. Вот. А после этого я даю информацию, которая была показана на экране Теслы, которую можно видеть, в общем-то, в разных моментах видео. Но основная причина, мне очень не хватало честных ютуберов, которые бы показывали всю информацию, если они стояли на зарядке, то как долго они стояли на зарядке и насколько продлилась их поездка, ждали они машину или машина ждала их. Вот, поэтому приглашаю к просмотру. Итак, первые мои выводы. Путь в Варшаву был беспроблемным. Назад будет интереснее. Но если вы хотите купить Теслу для того, чтобы систематически ехать выше предела скорости, выше лимитов, выше знаков, то эта машина не для вас. Сам автопилот Теслы имеет встроенное ограничение 150 км в час на автобанах. Если вы едете по дороге однополосной, она не поедет 150 км в час никогда в жизни на автопилоте. Она накажет вас, оштрафует и заберет автопилот до конца поездки. Вот. Кроме этого встроенного ограничителя скорости, я обычно ввожу в машине 1, 2 или 3 биологических ограничителя скорости. Поэтому, если я превышу скорость больше, чем на 10 км в час, у меня могут быть проблемы. Вот. Но реально, если ехать по знакам, по лимитам, ну и обгонять, то есть плюс 10 км в час, это окей. И заряжаться в тех же местах, где вы будете все равно останавливаться, попить кофе или сходить в туалет, то Tesla практически ничем не будет уступать какому-нибудь дизелю. Потому что вы все равно останавливаетесь в дороге. Представьте себе в машине двоих детей и жену. Надо останавливаться все равно. Так вот, по пути в Варшаву у меня никаких неудобств не возникло, потому что не я ждал Теслу, а Тесла ждала меня. Вот. Я еще сравнил стоимость поездки Теслы с автомобилем моим предыдущим на ГБО. Использовал реальный, а не каталожный расход топлива. ГБО это в 2 раза дешевле, чем бензин здесь по польским ценам. И Тесла все равно выигрывает. Продолжение следует. Дальше будет интереснее.